Мы продолжаем репортаж с ЛЦС Москва 2013. И со мной рядом новый игрок команды Gambit Gaming, Darker. И я хочу поздравить тебя с победой. Насколько я помню, Спасибо. Alternate сейчас там первое место занимали, да? Да, у них было 5-0 серия с прошлой супер недели. Они выиграли все команды, с которыми они встречались в рамках шведского DreamHack, то есть как проходил параллельно шведский DreamHack и супер неделя ЛКС, когда играется очень много матчей подряд. Каждая команда 5 матчей за 3 дня играет. Но это довольно много по сравнению с обычными 2-3. И Alternate были как бы непобедимы. Поэтому это очень приятно побеждать тех, кто был доминирующей командой в прошлом этапе. Вот. Как для вас складывалась игра? Все удалось так, как вы рассчитывали, или все-таки было тяжело? Ну, как бы против сильных команд не может всегда игра идти по плану, то есть были какие-то незапланированные моменты, на которые приходилось реагировать по ситуации. Мне, в частности, было очень обидно за момент, когда я умер на бот-лейне, просто отдался в 2 на 2 ситуации против Израила и Нами. Это произошло из-за того, что как бы до игры мы тестировали компьютеры, все было окей, я вроде проверил все свои настройки, а когда мы играли уже саму игру с Alternate, оказалось, что мои саммонер-спеллы не смарткастом, как бы я обычно играю со смарткастом, а они как бы по таргету кастуются, то есть там не было, сбились бинды на них, и как бы я игнайт не смог прожать, чтобы их отпугнуть, и флешнуться вовремя не смог, потерял очень много лишних хп, и в результате я как бы очень глупо умер. Но как команда мы сыграли как бы лучше, и в острых ситуациях мы лучше как бы дрались в тимфайтах и лучше как бы дрались за ключевые объекты. Только одного дракона они у нас своровали, если я не ошибаюсь. Вот. Но вообще игра очень тяжелая, конечно, получилась. Alternate молодцы, как бы хорошо вместе играют, сильная команда. Вот такие моменты, которые ты упомянул, когда из-за чего-то, в принципе, не имеющего отношения к внутриигровой ситуации, ну, как-то миды у тебя сбились, игра, ну, лично твоя игра, она там, ну, дала сбой, ну, тебя убили, вот. Они как бы сильно на тебя влияют, или ты такой, убили, там, дальше буду играть? Нет, ну, конечно, такие ситуации очень бьют как бы и по морали, и по игровой ситуации, во-первых, потому что ну, по морали, да, всегда неприятно глупо умирать как-то, да, из-за каких-то неприятных, независящих особо от тебя моментов. Как бы, а по игровой ситуации, конечно, это тоже очень сильно бьет по экономике игры, потому что, допустим, если саппорт одной команды проседает по сравнению с саппортом другой команды, то у тебя практически отсутствует вижен в карте, а как бы вражеский саппорт может позволить себе покупать очень много вардов, очень много пинков, сбивать твои варды, и как бы, если вражеская команда впереди, вот это как бы одна из основных проблем, то, что когда захватывается инициатива конкретно, просто нету вижена у тех, кто позади, и как бы саппорт бегает с кучей вардов, ораком и просто чистит вес леса, и все, и постепенно как бы команда сноуболится от этого. Поэтому, конечно, приседать нельзя. Ну, я считаю, что после этого я как бы достойно собрался и смог дальше продолжить нормально играть и делал максимум того, что может мой герой. То есть как бы старался помогать своей команде максимально. У тебя хорошо получалось. Давай поговорим о том, как ты попал в команду Gambit после того, как ее покинул Госу Пеппер. Как это происходило? Они сами к тебе обратились или там ты какую-то заявку, может быть, им послал? Как этот процесс выглядел? Ну, нет, я никаких заявок не посылал. Во-первых, многие знают, что я старый друг, скажем так, Алексича, Дарина и Генжи. С Diamond Prox'ом я знаком вот как раз со времен ИЕМ Киева, когда он присоединился к команде Empire, примерно с тех пор. Но я довольно мало с ним до вступления в Gambit общался. Как бы нашел мой контакт, так сказать, написал мне Алексич по старой дружбе, спросил, играю ли я в лоу до сих пор. Ну, а я как бы как раз в этот момент собирался себе найти какую-то полупрофессиональную хотя бы, ну, на профессиональную тяжело сразу как бы рассчитывать, полупрофессиональную команду среди в основном буржуев ориентировался искать, то есть играл тестировал многих там Diamond 1 и Challenger игроков европейского сервера.
И как бы предложение от гамбитов мне поступило неожиданно довольно. Я не знал, что у них настолько серьезные проблемы, как бы с Пеппером. Я думал, что я буду просто как бы как стендингом они меня хотят или там как временную какую-то замену. Но оказалось, что как бы Пеппер ушел в Curse, переехал в Америку, и я как бы стал мейном саппорта, получается. Вот теперь учусь взаимодействовать с Генджи, побеждать на профессиональных турнирах, и вот так вот все неожиданно для меня сложилось. Ну, то есть как бы само вступление в команду для меня неожиданно, как вот именно с точки зрения карьеры, да, какой-то киберспортсмена, но конкретно те люди, с которыми я играю, и то, что именно от них поступило предложение, в принципе, сюрприза нет. Я хорошо общаюсь со всеми членами команды, и ну, я считаю, я довольно хорошо адаптируюсь к любым условиям, которые меня ставит игровая ситуация. То есть я не мейн саппортов был до этого абсолютно, но я как бы быстро набираю обороты, я считаю, да. Ну вот ты сказал, что приходится взаимодействовать с Генджи, и, насколько я помню, в бытности М5 у Госу Пеппера как раз, ну, у него были неоднократно там 2 или 3 попытки уйти именно из-за, нельзя сказать, что конфликтов с Генджи, но из-за какого-то недопонимания с Генджей. То есть их взаимосвязь была такая, ну, не очень, не такая. Как у тебя с Генджей складываются сейчас отношения там и в игре, и вне игры? Ну, у меня с Генджей складываются отношения отличные, я считаю, со своей стороны, потому что ну, я не имел никогда никаких конфликтов ни с Генджей, ни с какими-то другими членами команды практически особых. То есть именно с точки зрения персональных как бы отношений у меня проблем абсолютно нет. Ну и в целом я как бы отношусь к этому, можно сказать, как к работе. Я не ставлю на первый план как бы какие-то части личности друг друга и там детали взаимоотношений. Моя задача сейчас это стать как бы саппортом мирового уровня, чтобы я мог достойно как бы помогать коллективу на турнирах и достойно участвовать на как бы соревнованиях вот такого уровня, как ЛКС. То есть у меня упор идет на то, чтобы следить за собой и улучшать свой личный скилл и понимание игры. А как бы персональных проблем вообще я не испытываю никаких. Ну, это замечательно. Я некоторое время назад сегодня говорил с Костей, с Грувом, и он сказал, что ты, как человек, как часть команды, сейчас делаешь очень многое, чтобы ну, вот, достичь того уровня, ну, остальных игроков, грубо говоря, Гамбита. Потому что сама ситуация, когда вот ты сказал, что ты искал полупрофессиональную команду и сразу попал в Гамбит. То есть это, ну, сделать, не знаю, там, 2 шага вместо одного или даже 3. Ты ощущаешь какое-то давление на себя, что вот ты, грубо говоря, из, ну, таких достаточно неизвестных игроков оказался в гамбитах, накладывает это на тебя какие-то дополнительные обязательства? Пришлось ли тебе чем-то жертвовать, чтобы стараться достичь того уровня, на котором находятся остальные игроки гамбита? То есть, насколько сильно это повлияло на мою жизнь в целом? Ну, вообще предложение от Алексича поступило ко мне в конце мая, и повлияло это на мою жизнь очень сильно, потому что как раз в это время я досдавал сессию, я учусь на 5 курсе математического факультета, и как бы мне пришлось совмещать сдачу учебы, делание экспресс-визы, потому что визу я получил как бы в итоге за день до непосредственно поездки в Швецию, то есть мне как бы и в этом плане тоже очень повезло, может это знак какой-то или что, вот, и как бы на мою жизнь это очень сильно повлияло. Я много времени очень тратил на тренировки, мы играли по 8 часов в день в течение, ну, дней 10-12, условно говоря, у нас было, что мы собираемся в 5 и играем до часу, до 2 ночи, то есть ну, на взаимоотношения с девушкой это тоже влияет, потому что ну, приходится постоянно ну, как бы утешать и подбадривать, что мало времени с собой получается проводить, ну так надо, то есть как бы я не отлынивал по возможности, старался тоже во всех тренировках участие принимать, никуда не уходить, ну потому что понимаю, что нужно достойно проявлять себя уже с первых недель и показывать сильный уровень игры. То есть, учитывая, что я еще позади, по сути, нахожусь тех игроков, у которых там 1,5-летний, 2-летний опыт игры вот в топовых таких командах и таких мероприятиях. Ну, то есть времени очень много уходит на это сейчас личного, и я, можно сказать, сейчас живу этим и вкладываю всего себя
в это дело. Давай поговорим о твоих близких. То есть, насколько я знаю, ты из Калининграда, да? Ну и, наверное, до момента вступления в Гамбит речи о том, что ты будешь ездить на турниры там, на DreamHack или там куда-то еще, допустим, в Москву, речи не было. Как твои родные отреагировали, когда ты сказал, там, мама, папа, там, любимая, я еду в Швецию на чемпионат по киберспорту? Не, ну, по поводу моих близких, они, в принципе, довольно в теме всегда были, чем я занимаюсь, будь там то учеба, программирование, там какие-то спортивные занятия или игры, то есть я как бы не особо в этом плане что-то скрываю или стараюсь делиться по возможности информацией, там, объяснять, там, что как, какие у меня в жизни события происходят. Девушка вообще довольна, то есть она там знает, с кем я играю, там, в принципе, название там команд, так даже пыталась там следить сама, смотреть, в чем суть игры, там, и так далее, разбираться. Ну, то есть меня как бы мои близкие очень хорошо поддерживают, и за это им огромное спасибо. То есть если меня наоборот морально прессовали и там давили, как бы мне было бы намного тяжелее все это делать, а так, как бы, когда чувствуешь, что тебя поддерживают, конечно, лучше намного все идет. Ну, а вообще, по сути, не знаю, то есть с этим проблем каких-то не возникает, и это здорово очень. DreamHack, вот этот Super Week, если я не ошибаюсь, он так назывался там, это, по-моему, твое первое официальное выступление было за Гамбит, да? Официальное, да. Но до этого мы только практисы играли с командами, и я думаю, даже многие команды, когда мы с ними играли практисы, ну, то есть я, допустим, играл другими немного героями, потом мы отсели немного пул, я играл там Леоны, там, то есть там Соны, также Трэшом, и то есть я думаю, многие команды вот даже поначалу думали, что мой аккаунт это как бы Смурф Пеппера, то есть когда еще Пеппер в Норс-Америку не уехал, я думаю, что многие топ-команд думали, что это просто очередной аккаунт Пеппера, когда я играл с Гамбитом, потому что я начинал, и действительно, как бы у меня так как-то получалось, эти тренировки мы играли по 8 часов, у меня получалось так, что стиль похож был на Пеппера очень, так я как-то агрессивно играл поначалу, старался больше агрессии проявлять, и я думаю, многие даже путали меня как бы из топ-команд, мне так кажется, вот, а постепенно потом нормально уже все узнают, общаюсь тут тоже, тусуюсь в топ-комьюнити. В принципе, все нравится. Ну, это замечательно. Ну вот, продолжим про DreamHack. Ты попал на DreamHack вместе с командой. Первое твое большое соревнование. Вот сейчас, когда мы с тобой говорим, ты не выглядишь таким эмоциональным человеком. Ты такой спокойный, как голуба такая. Твои впечатления от DreamHack, вот я знаю, что там достаточно нервная атмосфера, много народу, там тебе это как-то мешало играть, или ты там такой, вау, наконец-то я на турнире мирового значения, твои впечатления, как человека, который неожиданно попал, не искал semi-pro команду, а сразу попал на Super Week LCS? Ну, во-первых, когда я уже понял, что все, я как бы буду играть за гамбитов и я уже точно играю на турнире, я, так сказать, с собой договорился, и я понял, что нервничать или какой-то кипиш, условно говоря, устраивать нет никакого смысла, что мне это будет только мешать. Поэтому, когда я играю как бы перед большой аудиторией, у меня как бы исключительно положительные или нейтральные эмоции. Я знаю, что если ты будешь переживать и думать о том, там, что на тебя смотрят. То есть я как бы знал, что, естественно, все прожекторы будут на мне, и что я как бы это замена Пепперу, и что всем будет интересно, как же гамбиты играют с новым саппортом. И, это как бы видно из того даже, что в первый день мы как бы проиграли 2 игры по тем или иным причинам, то есть у нас много что не шло, но во второй день как бы я и остальные товарищи по команде смогли собраться, и мы выступили очень достойно во второй день, мы 3-0 сыграли со всеми, и как бы мы реабилитировались в глазах себя и в глазах зрителей, надеюсь. И я намного лучше, увереннее себя во второй день чувствую. Но я думаю, что это какая-то неуверенность, еще что-то не идет от какого-то от того, что большой зал, много зрителей и так далее. Наоборот, это нормально, это как бы хороший опыт. Просто нужно больше как-то практики, больше участия в таких супер неделях или просто там регулярном УКС. Тогда я уже буду с каждым разом все увереннее и увереннее себя ощущать на таких ивентах. А пока еще опыта маловато, и я это как бы адекватно в себе вижу. Костя здесь сказал, что тогда ты еще не играл в команде, они когда ездили в Германию, там против Фнатиков играли.
вся студия болела за Фнатиков, топала, кричала там Фнатик, когда Гамбит кого-то убивали, они кричали там фу. Здесь, ну, очевидно, кого поддерживают, это вы. Какие-то дополнительные эмоции у тебя от этого есть, или ты стараешься во время игры игнорировать зал? Мне очень приятно, что у нас есть фанаты, что за нас болеют. Но по игре, как бы, когда я играю, я стараюсь концентрироваться только на игре. Я не могу сказать, что меня задевает то, что происходит там. То есть, как бы, когда я играю на лане, ну, это не совсем мой первый опыт ланов, скажем так. Я играл по другим дисциплинам, в частности, в доту, в первую еще на ланах. Я там на Асусе играл, там на местных каких-то ланах. Была такая калининградская команда Techis. Я в ней там играл какое-то время, с ними мы миксовались постоянно как бы на турнирах. И, в общем-то, ну, когда я сижу на сцене, я, как бы, условно говоря, как отгорожен такой невидимой стеной, и, по сути, меня не трогает то, что происходит там в зале, потому что, ну, внимание мне нужно концентрировать на игре и на важных вещах, которые происходят непосредственно по игре, а на зал нету времени как-то распыления внимания. Поэтому, в принципе, это помогает, но я бы не сказал, что если меня сильно поддерживают, это супер круто для меня и сильно прям меня заряжает. Но также я бы не сказал, что если противников будут сильно поддерживать, меня это будет трогать. Я как бы нейтрален в этом плане, по большему счету. Я видел, что во время игры ты записывал там время, когда убивали драконов, там на Шора, и там говорил ребятам, надо обязательно идти на, там, ну, на ту или иную точку. В общем, это твоя обязанность или все-таки это просто инициатива твоя? Ну, по поводу записывал, это все-таки в некоторых командах записывают тайминги, там, баффы ключевых объектов лесники, в частности, в команде ТСМ американской записывают O2 их лесник, все. Я не знаю, с чем это связано, я думаю, что это, в частности, как бы, кому как нравится, у кого на что есть приоритет. Но я считаю, что саппорту этим как бы легче всего заниматься, то есть саппорт, он имеет больше, так сказать, свободного времени подумать и, так сказать, почесать голову, чтобы подумать над ситуацией в игре, проанализировать ее, то есть у него больше внимания свободного есть на то, чтобы концентрироваться на то, что происходит по каким-то игровым моментам, то есть мне не обязательно там нужно жать кнопки подряд постоянно там или добивать крипов аккуратно, то есть у меня есть возможность это делать. Но в некоторых командах это лесники делают. А по поводу того, что я там говорю пошли туда, ну я просто вижу инициативу, как бы где есть какая-то возможность по игре и проявляю ее, стараюсь там направить тиммейтов на то, что мне кажется правильным, делаю какие-то решительные колы, скажем, вот. Это тоже такая часть нашего игрового стиля. Понятно. Ну хорошо, последний вопрос перед тем, как мы перейдем к благодарностям, приветам, ну и там всему подобному. Ты ешь чипсы Pringles? Ну вообще, когда меня позвали в Гамбит, я спросил, выдают ли им зарплату в чипсах. Мне сказали, что с этим как-то слабо. Я был немного разочарован на самом деле, потому что в Швеции очень дорогие цены, вот куда мы ездили на Super Week LCS. И я бы не отказался, если бы Pringles поделились бы своим основным продуктом немного. Как бы я довольно много там голодал, и неохота было по $50 тратить на то, чтобы в кафешке просто в городе поесть. Я как бы там не доедал довольно сильно в Швеции, как-то жалко было денег, в общем. И, ну, вообще, я надеюсь, это самое, с ростом моей игры чипсов мне как бы пришлют побольше. Я там угощу друзей и себя в том числе. Ну, привет и пожелания поклонникам, что-то еще. Хочу передать привет всем своим друзьям из своего города, из Калининграда. Огромный привет, ну, своим родственникам, там, девушке, которая очень активно меня поддерживает, и спасибо ей, что она достаточно терпеливо и понимающе относится к тому, чем я занимаюсь, к тому, что, ну, много времени я, по сути, играю в игрушки, как для многих людей это, ну, кажется со стороны. Спасибо, что она как бы понимает, что это большой труд все-таки, что это как бы уже действительно работа, по большому счету, для меня. И хочу передать большой привет и спасибо всем фанатам Gambit Gaming. Спасибо, что
верите и поддерживаете в нас, даже после того, как, ну, как бы ушел Эдвард, как бы довольно такой активный и сильный игрок. Надеюсь, что смогу заменить его достойно в будущем и показать максимальный уровень игры и как бы превзойти результаты гамбитов в прошлом. Я уверен, что сможешь. Спасибо тебе огромное за интервью. Желаю удачи завтра и послезавтра. Спасибо. В остальных.